Огонь. Главный спутник нашей цивилизации. Только люди усмирили огонь. Только люди научились управлять огнем при помощи кухонной утвари. Знакомьтесь, это называется садж. Азербайджанский садж. Сегодня садж будет посредником между огнем и продуктами. Хорошими продуктами. Например, бараниной. Если бы человечество не научилось выращивать баранов, если бы не приручило лошадей и не научилось разводить огонь в степи, история нашего континента могла бы быть совсем другой. Так может ли быть другим приготовление баранины? Можно ли придумать что-нибудь новое в приготовлении мяса, которое человечество готовит уже тысячи лет? Смотрите внимательно. Я посолил ломтики баранины и насадил их на тонкие деревянные шпажки. Теперь внутри конструкции, созданной самой природой, и которую так филигранно разделал мясник, появился новый ингредиент – соль. А шпажки нужны только для того, чтобы удерживать ломтики мяса вместе, чтобы было удобно раскладывать их на горячей поверхности саджа. Между саджем и обычной большой сковородой есть только одно отличие. Жир, вытопившийся из сала, будет стекать к центру саджа. В центре саджа мы организовали самую высокую температуру, а ближе к краям сковороды температура не настолько высокая. Там будут готовиться продукты, которые следует готовить не спеша, долго, чтобы они прогрелись, но не пригорели снаружи. Жир с поверхности ломтиков баранины должен вытапливаться до тех пор, пока сало не превратится в аппетитные золотистые шкварки. Торопиться не надо. Не надо усиливать огонь под саджем. Все произойдет в свое время. У нас еще есть чем заняться. Мясо – главный продукт на садже. Буквально царская корона. Но вокруг короля должна быть свита. Помидоры отлично сыграют эту роль. Но теперь садж зазвучал по-другому. Он говорит: жир готов. Снимайте. Сало подрумянилось, превратилось в сухие, хрустящие шкварки. Однако мясу еще предстоит готовиться на втором этапе. Погодите, все самое интересное еще только начинается. В разогретый жир отправляются перья лука. Ведь лук всю историю сопровождает баранину. Там, где паслись бараны, всегда рос дикий лук. Где-то там находились солончаки. Соль украшает вкус баранины. Где-то там росли ароматнейшие травы, которые даже в сухом виде источают опьяняющий аромат. Соль и сухие травы понадобились мне для того, чтобы украсить вкус помидоров. Но заботиться следует о вкусе каждого ингредиента. И не всегда приправа играет главную роль. Например, для того, чтобы извлечь наилучший вкус из лука, в первую очередь необходима правильная его обжарка, а уже во вторую очередь щепотка соли и куркумы. Корень куркумы произрастал там же, где паслись бараны, там же, где рос лук. Это помидоры, пришельцы на нашем континенте. Впрочем, пришельцы, которые пришли ко двору. Вот их присолили,
Присыпали травами и раскладываем вокруг лука. Пусть томятся, пусть припекаются с одного бока, не спеша, раскрывая свой самый лучший вкус, свой самый лучший аромат. Но все же наш родной лук – удивительное растение. Вот сейчас он жарится на сковороде, а его зеленые перышки не просто выглядят иначе, они имеют совсем другой вкус, они имеют совсем другой аромат. И сочетание самой луковицы и его перьев удивительно гармонично. Полюбуйтесь, ведь даже глаза говорят: это красиво. А раз красиво, значит непременно будет вкусно. Так устроено наше сознание. Нам кажется красивым и прекрасным то, что способствует продолжению жизни, продолжению рода человеческого. Хорошая еда, хорошие продукты, счастливые, сытые дети и, конечно, красивые женщины. А вот чеснок – еще один древний спутник баранины. Баранина, лук, чеснок, куркума, соль – удивительно толерантные ингредиенты. К ним можно присоединять что угодно инородное, и все окажется в одной хорошей компании. Например, цукини, кабачки. Ломтиков баранины у нас 16. Получится закуска на 4. Каждому ломтику баранины по кусочку цукини. Помидоры уже достаточно пропеклись, хорошо прогрелись. Их можно отодвинуть подальше от горячего центра вселенной саджа, на край. А здесь самое место для сочных цукини. Они выпустят влагу, влага потечет вниз, под масло, под лук, и лук не будет пригорать. Теперь все гармонично на садже. Нежно-зеленое, золотистое, красное, кислое, сладкое. Не хватает характера, не хватает остроты. Перчик, зеленый перчик. Вот здесь немного прижарится, но пусть не соприкасается с маслом прежде времени, потому что острота перца очень легко переходит именно в масло. Это сладкий болгарский перец можно положить хоть в масло, хоть на пар. Он всегда одинаково отдает свой чудесный аромат. А для любителей острова еще несколько стручков перца поверх всего. Впрочем, стручковый перец не выделяет свою жгучесть до тех пор, пока кожица целая. Из него выходит только вкус и аромат. Букет ярких, насыщенных вкусов и ароматов переполняет садж. Но картину завершает зелень. Фиолетовый базилик, укроп, кинза. Да, впрочем, все, что растет вокруг саджа, все, что подарило нам солнце и земля, все украсит наше блюдо. А можно ли приготовить такое блюдо на обычной сковороде, если нет саджа? Попытаться можно, разумеется, только нагрев необходимо вести от центра сковороды к краям. Надо научиться чувствовать, насколько нагрет металл. Надо научиться чувствовать, какой жар необходим продуктам. А еще у саджа есть брат – казан. Вот в казане такое блюдо никогда не приготовишь. А как можно перемешать в казане одни продукты, не потревожив другие? Так что садж и казан – это два брата, которые дополняют друг друга. Пора возвращать на садж баранину. А нельзя ли заменить ее, например, свининой? И садж, и рецепты, созданные для саджа, очень легко адаптировались к новым продуктам, таким как помидоры, перец,
цукини и даже картошка. И если теперь на садже готовят народы, которые исторически едят свинину, то почему им нельзя заменить баранину аналогичными ломтиками свинины? Самое главное – соблюдать принцип. Сначала вытопить жир из сала, а затем укладывать ломтики подогретым бочком, да под крышку, чтоб пропарились, чтоб прогрелись, чтобы влага из мяса и овощей больше не испарялась, чтобы под крышкой пошел дождь. Дождь из очень вкусных и ароматных соков. Мы, кулинары, должны изучать законы природы, чтобы умело подражать природе, чтобы воссоздавать то великолепие, которое создано ею для нашего наслаждения. Очень важно не испортить дары природы. В ломтиках баранины, которые расположены вдоль хребта, мясо на удивление нежное. Ему хватает всего 2-3 минут для того, чтобы полностью приготовиться. Ну, еще немного зелени поверх всего и снова накрыть крышкой. Ждать осталось совсем недолго, но ко мне пришла еще одна замечательная идея. Каждый круг, каждая орбита в садже на своем месте, каждая удивительно гармонична. Но что может быть гармоничнее и прекраснее узбекской лепешки? Поищите особую узбекскую лепешку, так называемый патыр. Она несколько плотнее. Ячейки пузырьков воздуха в этой лепешке очень мелкие, но их много. И они охотно впитают в себя все соки, которые вышли из мяса, из овощей, из зелени, из лука. Лепешка не просто пропитается ими, она еще и подогреется, она еще и поджарится, она примет совершенно другую, удивительную консистенцию, которую невозможно воссоздать, ни размачивая лепешку в шурпе, ни укладывая ее в обычный казан. Пусть пройдет еще несколько минут, и сейчас огонь, садж и человеческий разум сотворят чудо. Чудо, порожденное творческим началом человека. Новой вариации старинного блюда садж. Так преломим хлеб, поблагодарим Господа за создание самой удивительной планеты, на которой всем людям хватит места, на которой всем людям хватит вкусной еды. Самое главное – не забывать, что здесь, на Земле, все вращается, всему есть место, всему есть определенная орбита. И все в этом мире возвращается. Что ты принесешь другим людям, то и тебе вернется. Мне кажется, я знаю, для чего Земля устроена круглой. Для того, чтобы мы, люди, дети разных народов, отцы грядущих поколений, встали на этой земле в один большой круг, взялись за руки и сказали друг другу: давайте жить счастливо, давайте жить мирно. Пусть наши дети видят только радость. Приятного аппетита, дорогие мои!